Сейчас я хочу сакцентироваться на другом видео, которое также затронуло мое внимание. Это инфлюенсер. Он рассказывал о том, что с ним происходит сейчас. Он является мотиватором для мужской части населения, то есть мужчины на него подписаны для того, что вот они слушают его рекомендации, его советы там и так далее. Но вы знаете, мужской мотиватор — это ты можешь, ты сделаешь, ты сильный, ты должен, ты мужчина и так далее. То есть вот эта часть — это мотиватор для мужчин. Есть миллионники такие мотиваторы, есть разные, но мужчины в любом случае следуют этому, попадают в эту ловушку. И я потом объясню, почему ловушка. И они также получают такой же стресс, такую же депрессию, как и вот этот инфлюенсер. Вот этот инфлюенсер, он был мотиватором для своих подписчиков. На камеру перед своими подписчиками он признался, что не может больше это выносить. Он устал быть сильным. Он был потерян, он плакал на камеру, просто не знал, что делать. Это яркий представитель того, что происходит с мужчинами. Просто в разных промежутках времени их жизни. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже, у кого-то более эмоционально, у кого-то менее, но это происходит со всеми мужчинами. Кто-то это осознает, кто-то не осознает. И кто осознает, тот может и выбраться из этого и жить своей жизнью. Кто не осознает, тот вынужден постоянно находиться в этой гонке. Почему это ловушка? Когда мужчина растет, мальчик растет, он растет в обществе, и общество ему все время говорит, каким он должен быть или не должен быть. Он вырастает с подавленными эмоциями и чувствами. Он должен быть сильным, он должен быть мужчиной, он должен быть умным, лучшим, защитником, богатым, много чего он должен делать. Чего он не должен делать? Он не должен быть слабым, не должен проявлять эмоции, не должен быть бедным, он не должен плакать, он не должен быть чувствительным, эмоциональным и так далее. То есть все время, пока мальчик растет, его чувства, эмоции подавляются. Он не может их проявить. Как только появляется у него вот эта потребность проявить, у него появляется такая ситуация, где он это может проявить, тут же стоит кто-то сзади, либо это друзья, которые насмехаются над ним, либо это какой-то родственник или взрослый человек, который дает подзатыльник и говорит: не плачь, ты взрослый, ты мальчик, ты не должен плакать. И все. И мужчина в итоге, когда вырастает, он вырастает в такой сгусток подавленных эмоций и чувств. Он не может никак проявиться перед обществом, он не может проявиться перед любимым человеком, он не может открыться ему, пойти в глубину чувств. Он все время на поверхности, потому что ему никогда не давали прожить полностью чувства, осознать их, почувствовать, а что же они для него значат, а почему они возникают. И мальчик таким образом вырос в такого мужчину, открыться ему просто сложно. Потому что он все время рос в среде, когда нужно защищаться. Ему нужно было защищаться, ему нужно было соперничать, ему нужно и все время из чувства страха. Когда мужчине говорили: ты должен быть сильным, в итоге он идет на какой-то спортзал, или ты должен быть лучшим, он идет в спортзал, он идет на какие-то секции спортивные, записывается, да? Накачивает мышцы для того, чтобы для женщины быть каким-то красивым, да, чтобы она там не ушла к другому, чтобы быть лучшим, это из позиции страха, и чтобы быть каким-то таким устрашающим для противника, если вдруг он подойдет и начнет что-то требовать с тебя, и ты можешь ему влупить всегда сдачи. То есть, опять же, из позиции страха, что кто-то может подойти, и тебе надо ответить. То есть мужчина все время живет в позиции страха. И вот эта позиция, когда он вот так вот рос, почему он попадает в ловушку к инфлюенсерам? Потому что когда вот он рос все время в позиции подавленности, его подавляли. Ему говорили, что делать, что надо, что не надо, что должен, не должен. И эти инфлюенсеры делают все то же самое. И он меняет просто одну среду на другую среду, потому что она также привычна. И он под нее подстраивается, он к ней подсоединяется. То есть он из одной, где его заставляли, он перешел в другую, где его также заставляют, но только уже заставляешь сам себя ты. И ломаешь себя тоже ты. Через их советы, через их рекомендации. Это все работает только на эго, это не работает на твое бытие мужчиной. Общество не растит мужчину быть сильным, он растит мужчину казаться сильным. Поэтому мужчина не может в обществе, не может вот в этом
вырасти именно быть мужчиной самодостаточным, быть сильным, быть реально, чувствовать себя реально мужчиной. Он все время куда-то стремится, он все время чего-то должен доказать, все время что-то должен добиться, там, заслужить и так далее. И он все время живет в этом страхе, и поэтому он ломается. Либо стресс его переходит на его любимых людей, на общество и так далее. То есть человек не может никак быть в гармонии с самим собой. И вот это состояние, сейчас я вам покажу даже, как человек он работает, он живет как по программе. Мужчина, который вырос в страхе, вы понимаете, что когда вы растете, если вы там что-то заплачете, и там вам по шапке дадут, или там смеются, то у вас на уровне вашего тела уже записывается эта программа, что как будто бы кто-то сзади стоит, и ваше тело уже сжимается. Оно получило такой сигнал, и появилась запись в вашем теле. Таким образом, вы сейчас можете даже на себе просто проверить какую-то определенную ситуацию, которая вас как-то останавливает. Вы знаете сами для себя, что это. Например, вы хотите искренне подойти, познакомиться с человеком или написать человеку, с которым вы поссорились, но вдруг у вас при мыслях таких или при действиях таких сжимается тело, как будто что-то заболело, или как будто, вы понимаете, сжимается. И вдруг появляются мысли, а вдруг она не так ответит, а вдруг она не то скажет, а вдруг там я не понравлюсь и так далее, и так далее. То есть вот это сжатие тела и вот эти мысли, это и есть ваше тело и ум. Это и есть та программа, которая в вас записана и которая подтягивается. После вот этого состояния сжатия и ущербности подтягиваются мысли об ущербности. И вот оно друг друга вот так вот соединяется, и вас это держит. Это полноценная программа. Вот как она проявляется на физическом уровне. Вы ее прямо чувствуете даже телом. И она не дает вам сделать шаг или взять телефон и позвонить или написать. То есть вы становитесь исполнителем программы своего тела и своего ума. Что вам нужно здесь сделать? Чтобы стать действительно самодостаточным мужчиной и полноценным, и